Задержание российского военного преступника, как облажался Такер Карлсон и Беларусь принимают в ШОС. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Українські війська вийшли із одного із районів Часового Яра. Що мікрорайон Канал, в який ворог зайшов, звісно ж, утримувати було недоцільно. США еще не решили, сколько денег отдадут Киеву из прибыли от российских активов. Уже принято решение, что Украине выделяется 50 миллиардов кредита. Причем это делают европейские страны, США тут ни при чем, подчеркиваю. Лукашенко повторяет тезисы Путина и хочет торговать с Азией и Африкой. Это прекрасный подарок белорусскому народу. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Как и кнопочку «Супер спасибо», так вы можете нас поддержать. Поехали. Беларусь приняли в Шанхайскую организацию сотрудничества. В Астане подписали документ, согласно которому республику перевели из статуса наблюдателя в полноправные участники организации. Таким образом, в ШОС теперь 10 государств. По этому поводу у Лукашенко было целое выступление, как обычно, профессионально подготовлено, но очень похоже по тезисам на путинское. Очень показательно и символично еще и то, что год, в который нас приняли в организацию ШОС, это 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Это прекрасный подарок белорусскому народу. Глубоко убеждены, что в 21 веке необходимо выстраивать подлинную и неделимую глобальную безопасность. При этом инициативу должны взять на себя страны глобального большинства, поскольку самовлюбленный, эгоистичный Запад на такое оказался не способен. Теперь Беларусь сможет торговать с еще 9 государствами. Путин тоже говорил о безопасности на ШОС, о том, что антитеррористическая архитектура организации будет направлена на весь спектр угроз безопасности и преобразована в единый центр. Украинские войска отступили из микрорайона Канал в Часовом Яре. Держать его стало нецелесообразно, официально подтверждают в силах обороны Украины. На даний момент в тому мікрорайоні, де вже було озвучено попередниками моїми, інформація є у відкритому доступі, що мікрорайон Канал, в який ворог зайшов, звісно ж, утримувати було недоцільно, адже то загрожувало життю і здоров'ю військовослужбовців, і позиції наших захисників були зруйновані, було прийнято рішення командуванням відійти на більш захищені, більш підготовлені позиції, звісно ж. Однак і там ворог не припиняє своїх активних бойових дій, у нього є якісь певні дедлайни, які він не може виконати вже кілька місяців поспіль, взяти місто Часів Яр. Намагання його є повішати своє триколорне ганчір'я. Этот район отделен от остальной части города каналом Северский Донец-Донбасс, по которому сейчас и пролегает линия обороны. Россияне обстреливают южную часть города. За день зафиксировано 238 обстрелов из всех видов вооружения. По делу о крупном мошенничестве задержали военного, командовавшего полком десантников в Буче. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на свои источники. Полковника Артема Городилова задержали в Рязани. Что именно ему вменяют, пока неизвестно. Известно, что военная контрразведка ФСБ доставила Городилова в Москву и передала следкому. Известно также, что сейчас он командир бригады, а до этого, в том числе и во время событий в Буче, был командующим десантно-штурмового полка. Именно так он и проходит в материалах дела. Неужели россияне действительно решили разобраться в том, что происходило в Буче? Украина имеет месяц, чтобы договориться с кредиторами и избежать дефолта. Об этом пишет издание «Экономист». Если такое все же случится, это подорвет доверие к обязательствам западных стран и может заблокировать путь средствам на восстановление Украины после войны. В Киеве предлагают сократить 60% от текущей стоимости долга, то есть реструктуризировать его, а кредиторы настаивают на 22%. С другой стороны, Украина получает $2,2 миллиарда от МВФ.
Это часть средств, предусмотренная программой взаимодействия с фондом Extended Fund Facility объемом 16 миллиардов долларов. И в этом году ожидаются еще 2 транша по 1,1 миллиард. Но премьер-министр страны говорит, что эти деньги пойдут на финансирование критических расходов бюджета, социальных пособий, зарплат медиков и учителей. И чтобы разобраться в том, что все это означает, мы поговорили с кандидатом экономических наук Иваном Усом. Украина договорилась с кредиторами о том, что мы не будем делать выплаты по своим кредитам в течение 2 лет. Тогда кредиторы приняли нашу просьбу, поскольку все понимали, в каких условиях там находится страна. И тогда было принято решение, что окей, это будет отложено до июля 2024 года. Сейчас, когда мы находимся в июле, по сути, кредиторы говорят, ну вы же тогда просили 2 года тому назад, давайте возвращайте кредиты. Не то чтобы это было так уж проблематично, скажу сразу, но это будет означать вывод существенных средств из бюджета Украины, которые направляются на военные нужды. То, что МВФ дает нам деньги, это как минимум повод неформально, может быть, а может и публично, переговорить с МВФ и сказать, что давайте вы, как один из ведущих международных финансовых институтов, сделаете еще одно заявление о том, что, к сожалению, те проблемы, которые были в 2022 году, они не пропали в 2024 году. Поэтому Украина не отказывается от выплаты своих долгов, но она просит оттерминовать их. То есть термин возвращения кредитов должен быть позже. Неочередные парламентские выборы стартовали в Великобритании. Управлявшим страной 14 лет консерваторам, похоже, придется уступить на этот раз. По опросам британцы отдают предпочтение лейбористам во главе с Киром Стармером, который, скорее всего, в случае победы станет премьер-министром. Выборы проходят в Нижнюю палату парламента, палату общин, и по опросам, проведенным социологическим институтом YouGov, лейбористы могут добиться лучших результатов с 1832 года и получить в палате общин 431 из 650 мест. Следим вместе с вами за ситуацией в Великобритании. Подписывайтесь на наши каналы в YouTube и в Twitter, там все обновления. США пока не знают, сколько денег отдадут Украине из доходов от российских замороженных активов. Об этом продолжают говорить в рамках «Большой семерки», пишет об этом издание «Политика». При этом в США это решение должно пройти через Конгресс, что может затянуть его принятие. Объяснить все детали мы попросили кандидата экономических наук Ивана Уса. Уже принято решение, что Украине выделяется 50 миллиардов кредита. Причем это делают европейские страны, США тут ни при чем, подчеркиваю. Изначально было договорено, что страны, которые дают этот кредит, это страны Европейского Союза, и гарантией, залогом под них будет прибыли от российских, собственно, активов. Да? Америка, я так понимаю, не хочет пока прибыли от замороженных у себя активов российских направлять Европе, но подчеркиваю, что их доля не такая существенная, и здесь вопрос, опять-таки, меж США и ЕСовских разговоров о том, что все-таки они эти деньги должны дать, ну и там далее смотреть, какие условия, на каких условиях это дадут, но чтобы не было внутризападной резни между членами Большой Семерки по поводу финансовой составляющей вот этого вопроса. Ранее G7 договорились о том, что каждая страна отправит Украине свой кредит, который будет погашен за счет прибыли от российских активов к концу года. Американский пропагандист Такер Карлсон должен проверить свои источники в ФСБ, говорит пресс-секретарь президента Украины. Все дело в том, что Такер на своей страничке в соцсети X анонсировал интервью Владимира Зеленского. Похоже, мы получили интервью Зеленского. Наши попытки продолжались 2 года, особенно интенсивно после интервью с Путиным в феврале. Суть состоит в том, чтобы предоставить американцам крайне необходимую информацию о конфликте, полностью меняющую позицию их страны в мире. Надеемся, скоро выйдет. На это в офисе Зеленского отреагировали, предложив, цитирую, «внимательнее проверять свои источники в ФСБ». У президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет.
Я хочу напомнить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам создавать новые и новые видео, поэтому не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте делать так и дальше, ну и продолжайте ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться на канал, все это тоже очень важно. У меня на этом все, до встречи, хороших вам новостей.